В Blender почти любой ввод может быть анимирован. Будь то положение объекта, арматура или персонаж, или даже цвет объекта. Давай начнем просто с преобразования объекта. В этой главе мы сосредоточимся на анимации объекта. И понимание того, что такое объект, имеет решающее значение. Объект в Blender — это простой контейнер, и в зависимости от того, какой тип объекта вы добавили, он содержит различные данные объектов, такие как данные сетки, данные камеры или пустые данные. Эти данные могут быть переданы с одного объекта на другой. Важная вещь, касающаяся анимации объекта, это не эти данные объекта или сетки, а данные преобразования объекта. Положение объекта в пространстве, зарезервированное для его местоположения, трансформируется. Его ориентация основана на значениях его поворота, а размер является результатом его первоначального размера, умноженного на его текущий масштаб. Например, кубическая сетка высотой в 1 метр и масштабом 1,5 будет иметь высоту 1,5 метра в окне просмотра. Эти координаты и информация о преобразовании влияют на происхождение объекта. Так что хотя объект сетки может выглядеть смещенным, его положение не связано с его геометрией, а только с его исходной точкой. Так что в основном при преобразовании объекта вы просто преобразуете его исходную точку. Мы видим, что все вращается или масштабируется вокруг исходной точки или по направлению к ней. Мы можем видеть эту обожаемую линию между моим курсором мыши и исходной точкой объекта, показывающую точку поворота, которую нужно использовать для этого преобразования. Текущее местоположение объекта основано на этой исходной точке. И оно измеряется на основе происхождения сцены Blender или происхождения старого пространства. Итак, по умолчанию источником объекта является его ось трансформации, то, что мы собираемся анимировать. Даже если кажется, что объект состоит из нескольких объектов, единственная важная вещь для анимации — это его исходная точка. Ты можешь использовать различные штуковины, доступные на панели инструментов, чтобы преобразовать свой объект. Я обычно предпочитаю использовать сочетание клавиш G для перемещения, S для масштабирования и R для поворота в сочетании с X и Shift для ограничения вокруг определенной оси. Подводя итог, любой вид объекта имеет исходную точку. При анимации объекта мы манипулируем его исходной координатой. Так, манипулировать объектом значит манипулировать одной точкой в пространстве.